господа, начинаем вебинар по эзотерике и начнем. Я постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задавали сегодня. Меня зовут Андрей Дуйко. Сейчас я увижу, как вы мне поставите плюсики, и начнем. Добрый день, Андрей. Андрей, спасибо за данную нам надежду изменить нашу жизнь к лучшему. Скажите, пожалуйста, что делать с детьми, чтобы было у них желание развиваться? Я, конечно же, готов ответить на данный вопрос, но вначале несколько вопросов, которые вы мне задали, и несколько методов, которыми бы я сегодня хотел бы с вами поделиться. Сейчас у многих людей, которые находятся в закрытом помещении, в карантине, жизнь становится невыносимой. Алкоголизм, претензии, злоба, ругательства и так далее. Это все круговороты ада, в которых находятся люди. И люди задают себе вопросы, что это за семьи, где вместо поддержки друг друга появляются претензии друг к другу. Ощущение появляется, будто все друг друга начинают куда-то выгонять, выживать, как будто существует эта конкуренция. С чем это связано? Несколько слов хотелось бы сегодня сказать и об этом. Почему возникают претензии в семье? Почему люди, которые друг друга на расстоянии обожают, как говорил в свое время Тальков, вместе нам с друг другом сложно, но еще сложнее врозь. Что-то случилось, что-то стряслось. Почему в людском социуме существуют такие проблемы, когда ужиться друг с другом не могут? Уже самые близкие, самые родные, самые дорогие люди не могут ужиться под одной крышей. То что говорить уже о людях, между которыми нет любви? Почему я это говорю и откуда я это все знаю? Это видно. К сожалению, это видно. Люди ругаются, это слышно, целыми домами пьянствуют, очень начинают ругаться в торговых центрах, все это видно. Такой какой-то общий круговорот зла. Неприятно, конечно, все это. Но и сегодня хотел бы ответить на эти вопросы. В свое время Будда Гаутама сказал следующие слова. Он сказал: неужели, думая, что отвечая злом на зло, сможешь породить добро? Очень часто люди настроены на то, чтобы мстить или обижаться, то есть по-другому делать круговорот зла. Я считаю, что это неправильно. Решение дал в свое время еще и Будда. Буквально он сказал так. Он сказал: никогда не отвечайте злом на зло. Такое зло никогда не переведется, это будет бесконечный круговорот зла. Если хотите каким-то образом остановить круговорот зла, то необходимо прервать цепочку. Каким образом? Будда сказал: на зло должен быть ответ. Этот ответ это поцелуй. Тогда зло исчезнет, это прервет цепочку зла, и оно не будет проявляться. Именно поэтому, когда у вас появится желание на зло отвечать злом, знайте, что рядом с вами находятся люди, которых вы обожаете. Вы созданы друг для друга, для того, чтобы друг друга поддержать. Не отвечайте злом на зло. Человек может быть уставшим, может быть неадекватным, у человека могут быть болезни. Это все может привести к тому, что зло никогда не выведется, и такое зло породит зло. Почему же люди имеют претензии друг к другу? Люди имеют претензии друг к другу, это связано с нашим мировоззрением, которое часто строится на картинках, которые нам навязывают телевизор, это стереотипы, социум, родители или мы сами. Очень часто мы не знаем тех людей, с которыми живем, и то место, где мы живем, мы его придумываем. То есть на самом деле мы любим человека, которого мы придумали, а когда мы вновь оказываемся рядом с этим человеком и узнаем в этом человеке его настоящего, в этот момент у нас происходит разочарование. Очень часто мы не любим того человека, который рядом с нами, а любим того, кого придумали. Они отличаются между собой. Эти два человека могут быть совершенно разные. Естественно, мы обычно верим больше своему сердцу, и внешне это выражается в претензии. Допустим, человек, развиваясь, начинает думать, что муж хороший, он хорошо относится и так далее.
Или муж думает, что там моя жена красивая, она самая лучшая. Потом они оказываются друг другом дома. У мужа появляются претензии, потому что он не видит ту придуманную женщину, которую он не видит на протяжении дня. А женщина не видит того придуманного мужа, которого видят они на протяжении дня у себя там в душе и в сердце. И у них появляются претензии друг к другу. Они начинают друг друга воспитывать, говорить там, а ты должен быть вот таким, а ты должен быть вот таким. Как с этим возможно вообще справиться? Бывают ли какие-либо методы, которые могут это убрать? Нужно просто понимать, что мир, в котором мы проживаем, он не идеален. А также люди, которые с нами проживают, они тоже не идеальны. Иногда человек даже может сказать: все, мне так все надоело, я ухожу в лес, ухожу в монастырь. Это связано с тем, что, скорее всего, он дофантазировал свой мир. Он сделал свой мир для себя, дофантазировав его до совершенства. То есть в его фантазийном мире муж обожает женщину, дети послушные. Так иногда происходит, как бы увеличивая эту фантазию, когда женщина начинает рассказывать другой женщине о том, какая у нее прекрасная семья, или начинает думать о том, какая у нее прекрасная семья, нафантазировав себе или взяв за пример какую-нибудь стилизованную такую программу, которая внушалась ей, допустим, там, через кино или там, через какие-нибудь книги. И женщина себе дофантазировала своих идеальных детей, своего идеального мужа. И после чего начинают они друг с другом вместе общаться, жить. Сейчас во время карантина общаются. И вдруг она понимает, что этот мужчина, который рядом с ней живет, это не то, что она себе нафантазировала. Далеко не то, что она себе нафантазировала. Что дети не такие, как она всем рассказывает. Что вообще она живет и что-то не так. И когда пытается изменить этих людей, она пытается их как бы логически привести к тому, чтобы было все идеальным. Но дело в том, что ее обучающие программы уже делали их не идеальными. Таким образом, для нее идеальный мужчина может быть одного формата, а идеальный мужчина для себя может быть другого формата. Таким образом, нужно понимать, что человек, который фантазирует, или человек, который додумывает, идеализирует, как обычно это принято делать, обычно сталкивается вот с такой драмой душевной, чувственной. Сознание воспитывает чувства, а чувства не могут ничего с собой сделать, не видят той картины, которая внушалась человеку, и он после этого начинает ощущать претензии или проявлять свои претензии к окружающему миру. Я считаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, более долбанутые, чем люди, которые не занимаются эзотерикой. Почему? Очень давно в эзотерике, как бы со времен Луизы Хей, со времен, я не знаю, там их много было, трансерфинга реальности, фильма «Секрет», говорится о некоторых методах самовнушения. Если рассмотреть данные методы самовнушения, которые фактически являются обманом, программированием человека и его жизни, становится понятным, что человек, который так программирует свое сердце или так программирует свои чувства своим сознанием, а сознание подчиняет чувствам, что в дальнейшем находится в неком иллюзорном таком компоненте, с которым приходится ему выживать. И он становится более уязвимым. Как это обычно происходит? Я умен, я красив, со мной живет самый любящий муж, там, я абсолютно здоровая. И потом в настоящей жизни человек начинает сталкиваться с тем, что нарисованный мир меня обожает абсолютно мой муж, я в это верю. После этого муж начинает обижать, у этой женщины появляются претензии к этому мужу и появляется столкновение. А так бы никто не обратил внимания. Так бы не обратил внимания никто на то, что там не умна и не здорова, и муж нелюбимый, не обратил бы внимания. Жизнь была бы, потому что неидеальная жизнь может под собой подразумевать и неидеального мужа, и неидеальное здоровье, и не идеальное. Почему? Все прекрасно в том, что оно разнообразно. И, конечно же, когда появляются такие семьи, и у них появляются эзотерики, которые начинают себе внушать, что я там богатая, я умная, у этого человека появляется обострение на фоне того, что он сталкивается с тем, что он и не богат,
и не умен, и кто-то ему об этом говорит, и он сам в это попадает, и потом говорит, нельзя мне это говорить. Почему? Потому что настроен я на то, что я знаю, что я уже умен и богат. Ну как же ты умен и богат, если ты себя обманываешь? У человека появляется дилемма, он говорит, ко мне так относятся и говорят, что я не умен и не богат, потому что плохо ко мне относятся. Этому человеку нужно измениться и говорить мне, я умна и богата. Но он же не знает, этот человек, что вы напрограммировали себе именно это. Именно поэтому человек должен понимать, что программирование лжи не нужно делать. Совершать такие ошибки не стоит. Не стоит говорить, я там сегодня заработаю там, сегодня у меня есть там $1 миллион США, но это же неправда. Или там я красивая, но это же неправда. Или там меня ждет любимый муж, но это же неправда. Но, как говорится, это должно принести в жизнь именно то, что ты проговариваешь, что у тебя есть сегодня. И это неправда. Почему? Потому что это ложь. Так человек обманывает себя и обманывает мир, в котором он проживает. Опять-таки, если человек себя обманывает, то у него будут падать силы. Почему? Для того, чтобы силы появились у человека, он должен знать, откуда бежать и куда направляться. А для того, чтобы куда-то направляться, нужно ставить себе задачу. Говорить, скоро у меня будет это. А теперь, когда я хочу этого, нужно ставить задачи. Как же этого достигну? Раз, два, три, четыре, пять. Но опять-таки, как же он может поставить задачу, если он говорит, я уже богат? Тогда для того, чтобы поставить задачу, он должен сказать, я очень беден, мне не хватает на то-то. Это мой старт. А скоро у меня будет это. И тогда между тем, что я беден сейчас, и тем, что у меня очень скоро все изменится, я начну шевелиться. Это и называется бежать. Или называется иметь точку отправления, посадочный центр, допустим, корабля. И точку движения, это задачу, которую человек себе ставит, или на карте обозначено там конечным пунктом, куда корабль должен доплыть. Иногда человек, почему люди занимаются духовными практиками? Я уже объяснил и оскорбил их, даже сказал их более долбанутые. Почему люди занимаются духовными практиками более долбанутые, чем люди, которые ими не занимаются? Ведь должно быть наоборот вроде. Ответ есть. Это связано с самовнушением себя обмана. Красивая, меня любят окружающий муж, меня боготворит и так далее. Так сердце подчиняется наставлениям разума, начинает верить. Формируется придуманная картина жизни, которая приводит к претензиям. Дальше. Может ли женщина изменить под себя мужчину? По идее, если бы модель эта была лабораторной, математической, то есть математической лабораторной модели идеальная женщина, может ли изменить идеально проживающего мужчину, который идеально проживает в идеальном мире, где не воруют, где не обижают, где не нужно добиваться все там криком, руганью и нервами. Ну, если была бы вот такая социальная модель, и она была бы абсолютно идеальная, то, скорее всего, можно было бы добиться вот такой вот создания вот такой картины. Сейчас, одну секунду. Но почему же нельзя этого сделать? Почему нельзя сделать мужчину идеальным? Дело в том, что для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, нужно рассмотреть сначала женщину. Женщина формировала свою идеальность по отношению к мужчине или свою идеологию идеальности по отношению к мужчине, смотря фильмы других стран, читая книги, которые написаны, возможно, несчастными людьми. Формируя опыт того, каким должен быть мужчина, этот опыт мог формироваться семьей, он мог формироваться там, приходом в гости друзей или там, тем, как живут ее подруги и так далее. Таким образом, мог сформироваться опыт, некий формат идеального в глазах женщины и мужчины. Но если рассматривать самого мужчину, то здесь несколько таких проблем может возникнуть. Первый проблем. У мужчины уже есть сформированный опыт того, как он сформировал свой идеал своей семейной жизни. В этом тоже участвовало много социальных таких систем и институтов. Это опыт его семьи, опыт его проживания в социуме, опыт его работы, опыт знакомства, опыт его развития, сверстников и так далее.
проектом, в котором очень много участвовало разных людей, и это создало его персональный опыт. И женщина говорит: я хочу сделать из этого человека идеального, и после этого начинает менять идеального мужчину под свои идеалы. А идеальный мужчина для себя, потому что у него свои идеалы. И так вот обычно и происходит. Если спросить у любого мужчины или у любой женщины и спросить: скажите, вы считаете себя идеальной женщиной или идеальным мужчиной? Я вам клянусь, что каждый мужчина и женщина скажет: да, мы идеальны. Тогда, если два абсолютно идеальных человека начинают жить друг с другом и пытаются друг друга менять, то скажите, зачем им это делать, если оба они идеальны? Тогда их идеальное, наверное, не идеальное для другого идеального человека. Значит, это связано с тем, что мир просто не идеально и не может создать идеальных людей. Именно поэтому самой большой глупостью может быть возможность изменять другого человека. Менять его под сторону или переделывать его в сторону своих персональных идеалов. Каким образом это можно не делать? Нужно себе просто сказать: я не идеален, и все люди, которые вокруг меня, тоже не идеальны. Нужно всегда помнить, что для мужчины и женщины самое важное не переделать кого-то, а самое важное поддержать. Что самое важное — это идеал семьи, это поддержка друг друга. У меня женщина была, она говорила мне: Андрей Андреевич, он на работе как военный всех воспитывает, и дома он приходит и всех воспитывает. Скажите, как можно его поменять? Можно было бы поменять мужчину, если бы он был бы двуличным. А скажите, приятно жить с человеком, который двуличный? А ведь двуличность — это расстройство психики. Человек, он должен быть постоянным. Если он на работе такой, то он должен быть и дома таким. Таким образом, а можно ли мужчину сделать дома одним, а на работе другим? Нет. Почему? Потому что он должен быть и дома, и на работе одинаковым. Поэтому, если он дома какашка, он должен быть и на работе какашка. А если он дома хороший, то он и на работе должен быть хорошим. Именно поэтому выбирать нужно по качествам человечности. Человечный — это значит добрый, это отходчивый, а не другим качествам, как обычно это делают. Можно ли каким-либо образом изменить человека, и можно ли каким-либо образом воспитать кого-нибудь, или можно ли как-нибудь заставить человека измениться? Можно, и я сегодня дам обязательно такой вот метод. Как вернуть мужа эзотерически? Есть ли какой-нибудь метод, который можно использовать и это быстро сделать? Да, такой метод существует. Для того, чтобы вернуть мужа эзотерически, необходимо той женщине, которая бросил муж, каждый день на протяжении дня до 20-30 раз в день представлять, будто она видит своего мужа. Он подходит к ней, очень крепко ее обнимает и целует. После этого делать это вновь и вновь и вновь, изо дня в день. А для того, чтобы усилить процесс влияния на такого человека, необходимо ложить себе в рот кусочек дерево, оно называется куста, он называется толстянка, денежное дерево. В народе считают, что денежное дерево деньги приносит. На самом деле не так. Если хотите, чтобы человек о вас думал, думайте о человеке и положите в рот толстянку. Тогда это волшебное дерево, имея вот такой волшебный эффект, обязательно заставит этого человека выйти на связь, вам позвонить или сделать что-то для вас так, чтобы появиться в вашей жизни. Там девочка задала вопрос: можно ли как-нибудь добиться состояния, чтобы не стареть? И были когда-нибудь такие люди, которые не старели? Да, в мире жили люди, которые не старели. Жил Девраха Баба, о нем можете почитать в интернете. Он умер в 1989 году и умер, когда ему исполнилось 250 лет. Что он говорил такое вот уникальное, что может помочь человеку? Он сказал первое: каждое утро купайтесь в реке. Как только взойдет солнце, нужно искупаться в реке. Ну, в Ганге, я так понимаю. Второе. Каждый день он на протяжении суток, сидя сверху над землей в каком-то там сарайчике в Деврахе, он читал мантру «Ом намо намах шивая», представляя себя малышом. Он сказал, что это привело его к таким вот внушительным годам жизни.
Также Девраха никогда не ел говядину, а также всеми путями любил коров. Последними словами Деврахи были «я любил коров». И он говорил «не обижайте коров». Также Девраха говорил, что человек может жить долго, практикуя практику дыхания птиаль. Каким образом и что это за практика пранаямы птиаль? Это практика, которая указана в Шиватантре. Это практика, когда человек должен пить сладкий воздух или превращать из воздуха, делать сладость в своем рту. Каким образом происходит или работает такой метод? Я могу вам сегодня его дать и совершенно с легкостью поделиться. Это метод Девраха Бабы, который называется птиаль или по-другому питье сладкой росы. Он действительно очень известный, действительно делает человека молодым, избавляет человека от множества заболеваний, делает человека долго живущим, но для него необходимо время, потому что не стоит забывать, что метод работает только в том случае, если его делать. Итак, самый простой метод, который называется пранаяма, метод птиаль, заключается в том, что человек вытягивает вперед губы, при этом начинает через губы, сложенные трубочкой, втягивать воздух, двигая языком возле этих губ, которые находятся в середине ротовой полости, нежно слева, влево и вправо. То есть он втягивает воздух, делает это так. При этом двигает языком немножечко влево и вправо. При этом не нужно очень сильно втягивать воздух, это нужно делать мягко. До того момента, пока не появится ощущение на языке, как будто там появляется ощущение сладости. Когда ощущение сладости появляется, вот эту сладкую слюну или птиаль, сладкая роса, необходимо проглотить. При этом больше ничего представлять не нужно. Вот эта сладкая слюна, которая возникает в момент выполнения вот этой древней йогической системы пранаямы, которую дал в свое время Девраха Баба, помогает человеку жить долго. Ну, если вы хотите прожить долго, вам необходимо, первое, исключить из рациона питания говядину, второе, начинать жить над землей, никогда не спускаться, третье, каждое утро купаться в реке, и четвертое, каждый день читать многократно мантру Ом Намо Намах Шивая, и тогда вы наверняка можете прожить свою жизнь до 250 лет. Поэтому вот вам метод. Почему-то вспомнился фильм, который называется «Теория любви». Там Женечка, мальчик, говорит своей бабушке, которая увидела его перевернутым вверх тормашками. Она говорит: «Боже, с тобой, Женечка, что с тобой происходит?» Он говорит: «Бабушка, я прочитал книгу, что если человек будет висеть всю жизнь вверх тормашками, то он проживет 1000 лет». Она говорит: «Дело, конечно, не хитрое, но жить-то когда?» И здесь он слез и говорит: «Да, точно, каким же образом на балы ходить и на лошадях ездить, если я целую жизнь должен буду провисеть вверх тормашками?» Точно так же такие методы древних индийских йогов наверняка не очень подходят нашим обычным цивилизованным людям. Хотя все возможно сейчас. Раз мы заперты, знаете, это такая шутка сейчас есть, она звучит так. Может быть, много людей мечтало, чтобы их дети вернулись к ним или приехали в гости, они не могли. Многие мамы мечтали, чтобы их дети, или многие дети мечтали, чтобы их мамы вернулись из заграничных мест работы, где они работали, поэтому они вернулись во время карантина. Многие хотели объединить семью, многие хотели не работать, дети 100% не хотели учиться в школах. Видите, это же все были задачи. И так вот звезды сошлись, что задачи, которые ставили люди, и то, что они не хотели, оно свершилось. Знаете, как много детей не хочет ходить в школу? Вот сейчас же они не ходят. Вот хорошо было бы, чтобы не было школы. Но вот сейчас ее нет. Видите, возможно, это тоже имеет какое-то действие. Хотя с моей позиции это все-таки шуточная такая история. Я ученик школы, подскажите, как поставить символ или слово на печать компании, чтобы привлечь удачу, фортуну в бизнесе? Вам для этого необходимо просмотреть мой семинар, который называется «Построение символов и знаков». Или второй семинар, который называется «Эзотерические слова мага». И после этого у вас вот такие вопросы возникать не будут. Вы будете знать и какой символ поставить, и как его поставить, и что при этом делать. Дальше. Андрей Андреевич, могут ли люди изменить тот социум, в котором они проживают?
Легко. Андрей Андреевич, скажите, как люди могут изменить тот социум, в котором они проживают? Тот социум несправедливости, бесчестности и так далее. Есть ли такой вот метод? Конечно, он есть, и он звучит банально. И это звучит следующим образом. Для этого необходимо людям просто перестать взятки брать и перестать их давать. Кто с этим не согласен? Смотрите, как изменить мир вокруг нас. Пусть те люди, которые берут взятки, перестанут их брать. Пусть те люди, которые дают взятки, перестанут их давать. Конец. Тогда у всех появятся деньги, тогда в стране появятся хорошие дороги. Это же неправильно, что у человека, у которого есть, допустим, заработная плата, допустим, есть заработная плата президента, руководителя там городского совета и так далее. У этих людей появляются дома, допустим, там у Дмитрия Медведева есть в Испании дом, стоимость которого 60 миллионов долларов США. Ну и можно посчитать, сколько он работал в Государственном совете и посчитать, какая была зарплата у него. Его зарплата достигала в самый лучший период 10 тысяч долларов в месяц. Но даже если посчитать, это получается 240 тысяч долларов в год. И если 120 тысяч долларов в год, и после этого посчитать 10 лет, то все равно получится 1 миллион 200 тысяч долларов. А где же взяты остальные деньги? Тоже непонятно. Ну, возможно, ему подарили, я так думаю. Тем не менее, знаете, я скажу сначала о том, как можно изменить, а потом дам эзотерический метод, как можно и нужно менять. Второе, не пейте алкоголь, не принимайте транквилизаторов, не изменяйте любимым женщинам и мужчинам, не мусорите там, где можно не мусорить. Двигайтесь, не выезжайте на проезжую часть, ездите на автомобиле по правилам, не хитрите, не воруйте, будьте человеколюбивыми существами, обожайте своих стариков и детей. Конец. И все, и мир будет счастливым. Очень просто это все сделать. Видите, мир будет счастливым. Одна женщина когда-то ко мне обратилась и говорит: Андрей Андреевич, как сделать так, чтобы, как изменить мою судьбу, если в моей судьбе постоянно появляются плохие мужчины? Как изменить свою судьбу так, говорит мне женщина, у меня были деньги, после этого я заняла одному человеку, он мне их не отдал. Потом я насобирала, у меня вновь появились деньги. У меня занял человек, я ему отдала, он мне не отдал. Потом у меня появились деньги, я заняла человеку, и он мне не отдал. Андрей Андреевич, мне никто не отдает деньги. В чем моя проблема? Где я совершаю ошибку? Конечно же, она совершает ошибку. Она совершает ошибку, но ее не видит. И эта ошибка связана с тем, что она ее вновь и вновь совершает. И здесь для того, чтобы понять, в чем ошибка, необходимо задать вопрос. Зачем человек совершает ошибки? Для этого необходимо понять, что такое жизнь. Жизнь является для человека школой. То есть человек живет в этой жизни для того, чтобы находиться в школе жизни. А что такое школа? Что дает человеку обучение определенной информации, или получение определенной информации? И как он ее получает? Человек получает определенную информацию только в том случае, если он делает вывод. Как это происходит в школе? Итак, дети, давайте сейчас посчитаем, там 7 плюс 8 равняется 14, и там одна груша была такого размера, другая другого размера, если их сложить в ящик, то сколько получится? Итак, вывод, сколько же в ящик поместится этих груш? То есть, что заставляет делать ребенка? Ребенка обычно заставляют сделать вывод, потому что вывод — это формирование той памяти, которая в дальнейшем будет происходить. Также и в школе жизни. Обычно человек, которого обучает христианская литература или христианский мир, или какой-либо другой мир, обычно там в этом мире существуют такие слова: прощение. То есть говорится о том, что необходимо прощать. То есть в этом прощении обычно это выглядит так: он меня обижал, он у меня забрал, он обижал моих детей, но я ему все простила, пусть живет как хочет. С позиции христианского мира это правильно. А с позиции выводов это неправильно, потому что в случае, если человек сформировал вывод другой и будет говорить: этот человек, с которым я жила, был негодяем, какашкой, он детей обижал, меня обижал, терроризировал нас, был негодяем, ни рубля мне не дал, сволочь.
И после этого я его никогда не прощу. И никогда не дам возможности с собой общаться. И таким же, как он, тоже не дам. После этого, когда второй такой же подойдет, то этот вывод будет вынесен, и второй уже не подойдет. Также и с правительством. Вы представляете, почему в нашем мире подонкам разрешено воровать? Подонкам разрешено воровать только потому, что подонков в дальнейшем никто подонками не считает. Почему? Потому что мир так устроен, все такие хорошие, социально хорошие, и никто не считает людей, негодяев в дальнейшем, негодяями. Почему? Самое важное — простить. А это неправильно. Почему? Потому что нужно ментально создать некую точку на человеке, что он негодяй и подонок. Те люди, которые негодяи и подонки, я их в дальнейшем, если у меня, допустим, кто-то спрашивает, ну как вам этот человек, я говорю, мне он не понравился, его считаю негодяем и подонком. Говорят, а доказательства? А мне не нужны доказательства. Вот для меня такой. Моя ментальная мысль, как и ментальная мысль тех людей, которых обидел этот человек, не даст в дальнейшем этому человеку обманывать людей. Потому что в этом человеке будет чувствоваться вибрация, что он негодяй и подонок. А так обычно происходит наоборот. Обворовали человека, он простил. Там кто-то поступил нехорошо, он простил. И после этого таких людей невозможно идентифицировать в обществе. Хотя они на самом деле самые настоящие, стократные, тысячекратные негодяи, подонки и подлецы. Которые обманывают людей, издеваются над людьми, ничего для них не делают, но постоянно говорят о том, какие они хорошие, вкладывают деньги, чтобы их все простили. Ой, нечаянно не получилось, а теперь нечаянно получится. Пусть все знают, что они негодяи и подонки. Почему люди это упустили? Если жизнь — это школа жизни, то нужно считать в этой школе жизни каждый вывод выводом, а не пропускать мимо себя. Если бы она знала, что у нее занимают только подонки и не отдают, она бы больше никому бы не занимала, потому что считала бы всех подонками. Вот так. Такая вот человеколюбивая политика. Как быстро убрать воспоминания? Ой, я вас прошу, как говорят в Одессе. Воспоминания плохие о другом человеке можно убрать в 3 этапа. Методом щелчка. Вообще, вот так. Итак, первое. Делаем воспоминания и произносим: да, это действительно у меня было. То есть это воспоминание. Второе. Вывод делаем. Вывод: он не умеет себя вести или действительно был таким, но я не знаю, там какое-нибудь воспоминание. Да, он действительно так поступил, он сволочь, негодяй, идиот и там негодяй, я не знаю ругательных слов. И после этого не забыть сказать 3-е слово. Меня это больше не беспокоит. И в конце закрыть эту программу сказать слова: и это правда. Вот если это сделать, каждый раз, когда у вас появляется плохое воспоминание, то оно навсегда исчезнет. Вообще перестает мучить. Вообще. Это очень простой метод. Дарю его вам. Андрей Андреевич, здрасте. Ученица 2-й ступени. Помогите им, на меня колдует моя родственница. Я ничего не сделала плохого. Она профессионально занимается эзотерикой 20 лет. То, что человек занимается эзотерикой 20 лет, не говорит о том, что человек может колдовать. В результате у меня нет месячных и кавалеров. Я стала из-за этого заниматься эзотерикой. Посмотрите, не ошибаюсь, действительно ли она наколдовала. Что мне делать? Ольга пишет. Наколдовала ли Ольга? Нет, не наколдовала. Ольга вам ваша родственница. И у вас нет месячных, потому что вы худеете. Сейчас у вас депрессия, вы ищете выход. А почему обычно происходит то, что женщина не может выйти замуж? Это все связано еще и с элементами воспитания. Сейчас почему-то, когда вот такой материальный мир начал долбать людей, хвосты в гриву, извиняюсь за то, что я это говорю, я часто вижу, как, выращивая детей, люди, которые не обеспечены, но которые думают или которые стремятся к обеспеченной жизни, и они правы, они обычно говорят такие слова: у нас нет денег, мы не можем позволить себе возможности купить что-то, не можем позволить путешествовать, покупать дорогую еду, и ты никому из-за этого не нужен. Послушайте, с каких пор невозможность покупать дорогую еду, невозможность одеваться хорошо делает человека перед Богом неодинаковым? Именно поэтому я хочу вам сказать, что, воспитывая детей, не говорите им о том, что у вас трудности. Ребенку на самом деле все равно, что есть вермишель или мясо. Все равно, что есть там курочку или медальоны
какие-нибудь под черничным соусом. Им все равно, кто готовит, бабушка, оладьи или повар котлеты с трюфелями. То есть ребенку все равно. Не стоит ребенку упоминать о том, что он находится в нижнем сословии. Почему? Особенно ни в коем случае не говорите слова, что только из-за того, что у тебя нет денег, ты никому не нужен. И начинается: ты некрасивая, значит никому не нужно, у нас нет денег, значит никому не нужно, ты плохо выглядишь, никому не нужно и так далее. Мир дает всем одинаково. Вообще женщина должна себе произносить: я принимаю мир, все, что ты мне даешь. Сразу же хочется сказать тем людям, которые напишут мне негуманные слова в мой адрес. А они, скорее всего, напишут мне следующие слова. Они скажут: как это миру говорить, я принимаю все, что ты мне даешь. И что он может дать, какую-нибудь гадость, и что это нужно принимать, алкоголизм и так далее. Запомните, уважаемые друзья, и дослушайте это видео до конца. Мир — это отличается словом от слова не мир, то бишь война. Поэтому люди живут в мире и в войне. Это слова антонимы. Поэтому, когда вы говорите миру: мир, я принимаю все, что ты даешь, то вы говорите миру, не войне. А если бы вы сказали: война, я принимаю все, что ты мне даешь, то в вашей жизни была бы война. А говоря миру: мир, я принимаю все, что ты даешь, то получите от мира мирную жизнь, мирного кавалера, мирное небо над головой, здоровье и все остальное. Вот так это все устроено. Конечно же, как женщине выйти замуж? Первое, не париться. Я об этом говорю многократно. Второе, много раз об этом говорил. Посмотрите, напишите вебинар Дуйко «Как выйти замуж». Бесплатно выложен в YouTube. Напишите ответы на вопросы Дуйко, как вы... Что мешает женщине выйти замуж? Аж подавился. Как убрать проклятие из глаза? Самый простой метод убрать проклятие из глаза — поставить указательный палец правой руки перед собой, обвести себя несколько раз по часовой стрелке, сделать так: раз, два, три. После этого посмотреть влево и сказать тю, пф, и вот так рукой махнуть. Потом посмотреть вперед, сказать тю, пф, и махнуть вперед, тю, пф, и махнуть назад, и назад точно, тю, пф, и махнуть вот так. После этого в землю тю, пф, и махнуть. Если так сделать во все стороны, все порчи с глаза, которые наложены на человека, и уйдут. А если они не исчезают, и вы чувствуете влияние, знайте, это уже психические отклонения. Тогда надо лечить. Логвинова Людмила. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, когда закончится карантин? Где? Посмотрите, где он закончится? Где? В Китае он уже закончен. Где? Смотрите, я зарабатываю деньги на том, что я занимаюсь эзотерикой. Когда мне задают такие эзотерические вопросы и говорят: Андрей Андреевич, предскажите или скажите, то знайте, я на этом зарабатываю. Хотите такую информацию, пусть она будет не для всех, а будет она исключительная и доскональная. Говорите, когда закроют или когда закончится карантин в Москве. Прикладывайте к этому определенную сумму денег, там, допустим, 300 евро, отправляйте мне эти деньги вместе с чеком или штрих, я не знаю, там, чем-то, я вам пишу видеосообщение такое или пишу бумажечку, расписываюсь, фотографирую, отправляю вам точную дату, когда в Москве, в Саратове или еще где-то отменят карантин. Других вариантов никаких. Получится ли в этом году продать дом? Зачем это людям? Здравствуйте, вы большой молодец, спасибо за ваши труды и старания. Помогите разобраться. Жена продает свою квартиру, которая осталась в наследство от мамы. Отец просит дать ему с продажи почти все деньги. Деньги просит в долг, но он такой человек, что понимает, что вернется лишь малая часть. Нужно ли сделать так, как просит отец? Дать ему деньги. И будет ли плохим последствием, если мы ему откажем? Если эта квартира отцу не принадлежит и у него нет прав на эту квартиру, то дочь имеет право продать эту квартиру и все деньги оставить себе. В случае, если отец просит или занимает эти деньги и дочь не хочет ему занимать, то она поступает правильно, если она эти деньги ему не займет вообще. Второй вариант. В случае, если эта квартира принадлежала отцу, и он купил эту квартиру за свои деньги, но потом передал это дочери. И сейчас, когда дочь продает эту квартиру, требует эти деньги, то тогда она должна отдать эти деньги ему. Вот таким образом.
Напополам. Почему? Слово не воробей. Подарил, получи половину. Отдать и не ждать, когда вернет. Буду заниматься по вашим ступеням. Я при чем? Я ученица третьей ступени, не знаю, что делать с моей свекровью. После ее посещения моя маленькая девочка плачет, не могу ее успокоить, а старший сын писается. Заранее спасибо. Такое было в моей практике, когда они посещают, допустим, там бабушку, то бабушка начинает кормить очень жирной пищей. После этого там плесень какая-нибудь и так далее. Это не обязательно связано со свекровью. Это может быть надумки ваши ментальные образы, которые мешают детям. Если дети писаются по ночам, это не связано с эзотерикой. Дайте ребенку горчичное семя перед сном, пусть он пьет, перестанет писаться. Или заваривайте тысячелистник зверобоем напополам, поите его таким чайком. В моей компании есть препараты Нуротин. Также, если ребенок не может успокоиться и плачет все время, то ребенку не хватает магния. А почему это произошло у бабушки? Потому что дома они у вас сидят и не шевелятся, а к бабушке приехали все время на природе. Чем больше физической активности у ребенка, тем больше у ребенка израсходуется магния. А чем больше у ребенка израсходуется магния, тем больше ребенок беспокойный становится. Тогда что необходимо дать ребенку? Необходимо дать магний, следить за тем, чтобы у ребенка была физическая активность, иначе вырастет таким вот одновалентным. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Амулеты из серебра и золота также работают одинаково. Элементы золота дают человеку энергию и дают человеку подъем настроения, усиливают у него слабые стороны, которые у него находятся. Допустим, я как человек, как холерик, допустим, мне необходимо, я не разрешаю себе отдыхать. То есть я все время стараюсь работать, у меня все время мозг чем-то занят, я все время о чем-то думаю. И надев золотой амулет на себя или золотой талисман, я начал замечать, как меня он успокоил, у меня появилось желание иногда полежать, иногда даже днем поспать, чего раньше я себе никогда ни в коем случае не позволял. Какое-то время это длилось, и после этого перестало это действовать. Теперь, когда хочется, я разрешаю себе, когда не хочется, не разрешаю. Что это такое? Это особенность влияния золотых амулетов. Они делают слабые стороны сильными сторонами. Далее, серебряные амулеты. Серебряные амулеты, они работают немножко по-другому. Они работают, увеличивая желание человека. Золотые стремления увеличивают, а серебряные увеличивают спокойствие. То есть серебряные расслабляют, успокаивают, делают человека мягче, делают человека ровнее. Если человек холерик, ему лучше серебряные. Если человек, вернее, если человек флегматик, ему лучше золотые. Здравствуйте, у меня имя духовное. Никогда не говорите никому. Уже вот вы написали свое духовное имя, уже можете с ним не работать. Оно работать не будет. Поэтому напишите мне письмо, сделайте просад, я вам напишу ваше духовное имя. Я пытаюсь вписаться в эзотерику. Сейчас пока изучаю первую ступень, что в доступе. Хочу приобрести препараты Aurum Embryo. Не знаю, надо ли начинать с этого. Да, надо. И Aurum, и Embryo начинайте. И все улучшится. Скажите, пожалуйста, купила много шумов. Нужно только один постоянно, можно разные. Можно разные слушать. Шумы это таблетки, это некие эзотерические, энергетические таблетки. Слушая шумы, человек привыкает. Это как с таблеткой. Если вы пьете все время таблетку от какого-нибудь заболевания, организм привыкает и потом вырабатывает иммунитет к этой таблетке. Также и с шумами. Нельзя слушать один и тот же шум долго, потому что он перестает на человека воздействовать. Именно поэтому и может быть для богатства сотня шумов. Потому что там 90 шумов на человека воздействовали, но перестали действовать. Тогда необходим сотый, а после сотого перейти на первый. Таким образом энергетическое поле не будет создавать элемент борьбы и не будет создавать элемент сопротивления. Как у себя убрать ментальные сети на одиночество? Проходите третью и четвертую ступень. Все рассказываю. По вашему совету написал сумму не более 3 месяцев зарплаты, наколол одну вилку кусок хлеба, вторую в пряник сладкое. Поставил их вместе, через несколько дней выкинул вилки и оставил. Скажите, правильно сделал? Да. Скажите, пожалуйста, ага. Сейчас, одну секунду.
Здравствуйте, Андрей. Мне 58 лет, у меня камни. Я на такой вопрос сейчас не буду. У супруги диабет, не отвечаю на такой. Я же писал, задайте мне вопрос для вебинара по эзотерике. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы думаете по поводу благодатного огня? Хотелось бы услышать ваше объяснение этому феномену. Я хотел бы задать вопрос тем людям, которые хотят привлечь на свою сторону, как бы сделать людей верующими в христианскую доктрину. Я бы хотел сказать, что не нужно было бы этот благодатный огонь прятать и делать так, чтобы он зажигался без людей. Сейчас все стены можно было бы сделать стеклянными. И когда человек заходит в стеклянные двери эти, и после этого все на него смотрят, и у него появляется в руке благодатный огонь, который воспламеняет свечу, то это привело бы к большему количеству верующих людей. Это бы привело к большому количеству верующих людей. А так человек заходит туда, после этого он выходит с огнем, и там ничего не видно. В общем-то, совсем и не фокус, в общем-то. Совсем и не фокус. Я не хочу разочаровывать верующих людей. Я не имею на это права. Я считаю, что религия должна существовать. Но дело в том, что много есть таких нюансов, знаете, они вот не очень для меня как бы понятны. То есть один из нюансов звучит так. Почему в стране, где есть установленный законом страны закон о свободе слова, о свободе вероисповедания, находятся люди, в числе этих людей находятся еще и руководители страны, которые занимают позицию поддерживания исключительно одной христианской доктрины. А ведь есть же еще мусульмане, есть еще буддисты, есть еще другие, есть там люди, которые, то есть они же тоже являются теми, кто имеет право быть или исповедовать свою религию. Но вы же понимаете, что говоря о том, что это самое главное, они фактически ведут борьбу со всеми. То есть я не понимаю, как президент страны может положить руку на Библию в стране, где один из самых ключевых законов Конституции звучит как свобода слова и свобода вероисповедания. Почему же там не лежит дополнительно еще Талмуд или Тора? Почему там Галаха? Да? Почему там не лежит еще там Коран? Почему там нет там сводов Будды или там Золотолотосовой сутры? Почему там вайшнаитской какой-нибудь нет литературы и так далее? То есть оно все должно там лежать. Или не делай ни для кого, или делай для всех. Таким образом, нарушать закон необходимо, или они нарушают закон прямо с самого начала. Почему христианской церкви позволено больше, чем там, мусульманской, чем синагоги и так далее? Это же несправедливо. Я считаю, это очень несправедливо по отношению к людям. Наша основная религия христианство. Как же, если свобода слова и свобода вероисповедания? Как же основная? Как же? В Саудовской Аравии ислам основная, там и в законе страны написано о том, что это основная религия, а у нас не основная, у нас демократическое общество, а демократическое подразумевает свободу слова, свободу вероисповедания. Всегда знайте, что человек, который говорит плохо на любую религию или говорит плохо на любое издание печатное, или на любого журналиста, или на любого человека, который высказал свое мнение, то есть, если найдется человек, допустим, который исповедует христианство, батюшка, этот батюшка начнет говорить, что там Коран плохо, или плохо там йога это плохо и так далее, он фактически сразу же становится человеком, нарушающим Конституцию. Кем является человек, который нарушает Конституцию? Это человек-террорист, который хочет сделать все для того, чтобы ухудшить состояние в стране. Не допустим терроризм. Нельзя, чтобы батюшки становились террористами. Они должны давать людям веру. Естественно, хочу напомнить слова Иисуса Христа, который в свое время сказал, что нельзя при помощи магии лечить людей. Помните, да, сам при помощи магии лечил. Нельзя там
Нельзя при помощи магии, нельзя пользоваться магией. Ну, как же нельзя, если из воды сделал вино, по воде ходил? Разве это не магия? То есть ему можно было, а нам нельзя, я понял. При этом второе, когда батюшка говорит, я избавлю вас от бесов или избавлю от каких-либо заболеваний, то пусть откроет Евангелие. Там сказано, что этого делать нельзя. Так батюшка становится колдуном. И делать этого не стоит. Сейчас очень интересное подтверждение религии. Люди, которые верят в Бога, приходят для защиты, или как Бог, который должен защитить, там Иисус Христос, все остальное, и должны там в масках стоять, и батюшка в маске, тоже стоит, сейчас службы правят в маске, болеют, после этого умирают, Киево-Печерскую лавру закрыли, сейчас говорили, колокола не помогут людям, от колоколов не болеет, при этом в Киево-Печерской лавре Украины самые основные заболевшие это были монашки, которые заболели. При этом почему это произошло в Киево-Печерской лавре, почему прихожане начали болеть, что Бог не помог или как? Все более верующим нужно быть, не понял я что-то это. Колокола не помогли. Не надо из людей делать лопухов. И говорить, что там колокола помогут убрать болезни. Не помогут убрать болезни. Молитвы помогут. Не помогут. Молитвы помогут богатым стать. Не помогут. Почему? Нужно верить, согласно религии христианства, верить исключительно в свою бессмертную душу, о том, что вы умрете, придет суд Божий, и вы воскреснете, и после этого понесете какое-то наказание или за праведную жизнь восхваление, и попадете в рай. Это ваш удел. И никакого для вас ни перерождения, ничего. Так вот, любая магия для вас это зло. А магия, она заключается и в прививках, магия заключается и в медицине, магия заключается в всем. Только согласно доктрине все должен делать Бог для человека, больше ничего. Поэтому в больницу не ходите, детей не прививайте, только к Богу обращайтесь, это ваш удел. Тогда сможете прожить жизнь яркую, хорошую и после этого воскреснуть и попасть в рай. Других путей никаких. Добрый день, Андрей Андреевич, ученица ступени. Мне написал мужчина из Америки, хочет создать со мной семью, я не уверена. Вы правильно считаете, что вы правильно делаете неуверенной себя, потому что вас 100% обманывает. История одна и та же. Я ее обычно и рассказываю. У меня когда-то была такая женщина, Андрей Андреевич, мне пишет мужчина, он находится в Пакистане. Его фамилия Джон Смит. Вы его знаете, он в прошлом был астронавтом, он на Луну высадился. Я говорю, что он делает в Пакистане? Он там находится в Пакистане, он там с миротворческой миссией, но и он хочет на мне жениться и решил в честь этого подарить мне обручальное кольцо, которое положил в автомобиль Rolls-Royce, который я должна получить в Киеве. И что? Я должна ему для оформления документов его сыну, Роджеру Каминскому, отправить в Нью-Йорк. И там история одна и та же. Там $1000, 2000 или там. Андрей Андреевич, у меня такие письма пишет. Давайте сейчас, если среди вас такие люди, которым такие письма писали, и люблю тебя, и обожаю, дай просто денег, и там помоги, и я там прикован к постели, и вот фотография меня, я прикован к постели, и я хочу к тебе приехать, и давай ты ко мне приедешь. И после этого это все заканчивалось угрозами, после этого выключались люди, но одно и то же происходило, у вас забирали деньги. Вот сейчас посмотрим, сколько среди нас людей. Нужно узнать, почему прослушивание шума от вирусов происходит обратный эффект, усиливается заболевание. Такого не бывает. Это ошибочное мнение. Не слушайте его тогда. Здравствуйте. 2-й год в школе, очень нуждаюсь в вашем совете. Знаешь, на мужа сделан приворот. Все, весна началась. Начала работу на свече, но вот не знаю, стоит возвращать его и получится ли у нас в дальнейшем совместная жизнь. Не возвращайте его, оставьте его в покое уже. Ирина Романова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Стоит ли обращаться в суд за алиментами, если отец детей выделяет сумму на содержание, какой он считает нужной? Я уже говорил в прошлый раз. Если вы хотите, чтобы ваша дочь была точно таким же человеком, как ваш муж,
и прожила жизнь точно так же, как он, тогда живите на элементы, и она повторит эту судьбу. Если нет, не принимайте элементы от мужа, тогда у вашей дочери будет другая очень хорошая судьба. Надо ли вешать подкову над дверью, приносит ли это удачу? Нет, не приносит удачу, вешать не нужно. Скажите, пожалуйста, какой талисман подарит дочек для успеха, популярности? Она поет шестиконечную звезду. Ирина Курендаш пишет, да, мне присылали. Вот Ирине Курендаш присылали. Светлана пишет, да, было. Смотрите, Андрей Андреевич подкову над дверью ответил. Подкова на двери не приносит человеку везения. А что приносит? Магнитик. Цепляйте над дверью магнитик во внешний мир. Тогда магнитик, вот смотрите, как сделать магнит для привлечения в жизнь материального благополучия. Возьмите $100 и поверх $100 приклейте большой круглый магнит. И после этого положите этот круглый магнит вместе с $100 в рамку и прицепите где-нибудь. Так, чтобы в окно смотрело или куда-нибудь, а сам находился в середине. Такой магнит с такой рамкой будет являться магнитом для привлечения в жизнь материального благополучия. Прямо в ту квартиру, где вы находитесь. Здравствуйте. Пожалуйста, сдаю дом в эксплуатацию. Была сделана пристройка в 17-м. Новые соседи в 19-м. Хочу подписать, просят 4 евро и выкупить за 15 тысяч. Что мне делать? Я ни при чем. Добрый день, Андрей Андреевич. Во время прослушивания шумов идут мурашки от головы до ног и обратно. И так постоянно. Что со мной? Ничего. Так ощущаете движение энергии. Все правильно. Часто слышу, как кто-то буднит похожим голосом мужа. Прихожу проверить, никого нету и сидит муж. Попейте магний. Магнум С300, магний B6 перестанет бубнеть. Если будет продолжать, можно циклодол или амитазин. Андрей, скажите, есть ли жизнь после смерти? После смерти человек умирает. После этого тут же или на протяжении какого-то времени рождается в другом человеке или другим человеком. Доказательства. Клянусь вам, знаю свои прошлые жизни. Клянусь вам. А вообще эти вопросы задают ученики школы, которые не проходили мои ступени. На ступенях я обычно это рассказываю. И задавать такие вопросы, допустим, в ИРТЕ, в группе, которая создана для учеников школы, нехорошо. Совсем. Андрей Андреевич, здрасте. В последнее время как-то все пропускаю через сердце. После чищу квартиру перед сном, свою комнату, после этого иду спать, я высыпаюсь, не смотрю, сплю мало. Но вот чувствую, что третья чакра, зажим. Есть очень хорошая книжка, она называется «Горе от ума». Уважаемые господа, я хочу вам дать совет. Если у вас появляется ощущение, там, в чакрах вам плохо, что-то у вас болит и так далее, то начинайте срочно заниматься чем-либо у себя в квартире. Я недавно был в квартире у одной знакомой женщины, она живет со своим мужем, с семьей, и у них в квартире грязно очень. У них желтые обои, очень грязная кухня, огромное количество мусора и так далее. И бабушка с ними живет. И я говорю, почему вы не убираете? Она говорит, я убираю только у себя в комнате, потому что эта квартира принадлежит нашей бабушке, а убирать квартиру у бабушки я не буду. Я говорю, но вы же все вместе живете, что же вы не убираете квартиру? Она говорит, да не хочу я, потому что она достанется нам или не достанется, непонятно. А что мы будем убирать? Я говорю, ну вы же живете в этих тараканах, пауках, в этом ужасе, в этой грязюке. Неужели вам это приятно или неприятно? Она говорит, да я не знаю. И она говорит, а у меня постоянно панические атаки, депрессии. Вот меня подмывало прямо сказать ей, да начните вы уборку своей квартиры. Выкиньте все ненужные вещи, сделайте уборку. Если вас там депрессия замучила, панические атаки, то больше физических упражнений. Займите себя, занимайтесь целый день чем-то. У человека это все появляется от того, что ему заняться нечем просто. Когда ты занят с утра до вечера и тебе некогда, когда ты все время что-то делаешь, то не будет ни панических атак, ни депрессивных эпизодов, никогда. А так с утра до ночи сидеть и чувствовать, как в третьей чакре зачевелилась или в пятой, то тогда человек просто съезжает. Карантин это не значит бесконечное желание валяться на подушке. Станьте людьми, которые что-то будут делать. Перемойте все, перестирайте, перегладьте.
После этого поменяйте местами шкафы, снимите обои, покрасьте, там, поедете купить эту шпаклевку, там, я не знаю, там, придумайте пол содрать, сорвать. Поменяйте кастрюли, покрасьте потолок, снимите люстру. Я не знаю, много всего можно найти в квартире. Начните рисовать. Начните писать стихи, просто начните писать свои воспоминания какие-нибудь. Скажите, каждый день по 15 страниц я пишу какой-нибудь книги, не имеет значения фантастика или драма, без будущего. Напишите и выбросите. Каждый день я приседаю по 40 раз, делаю 4 подхода по 40 раз, отжимаюсь или делаю пресс, после этого я там еще и буду двухдневный голод соблюдать. Вот до завтрашнего дня. И после этого не будет у вас никаких депрессий. А то там, то кто же виноват? Никто не виноват, весна виновата. Я уже говорил, что большинство у людей вот этих состояний, когда порчи с глаза на меня влияют, это все психические болезни. Это в большинстве своем психические болезни. Вообще в большинстве своем. Андрей Андреевич, понимаешь, семинар с эзотерикой, но как можно помочь людям в связи с пожарами в Чернобыльской зоне? Порекомендуйте ваши препараты ТФ для защиты организма. Препарат ЕМА выводит радиацию, выводит токсины. Пожалуйста, принимайте сайт aduiko.com. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мама болеет. Перед глазами, как она говорит, что-то в форме белых светящихся шаров, показывает маленькие, что может быть она сама считает, что это духи. А как вы считаете, что она видит? Она видит макулодистрофию, которая образовывает движение вот таких вот сосудистых шаров, как бы она видит это все как движение на слизистой оболочке сетчатки. Ни с какими шарами и энергиями это совершенно не связано. Жаль. Добрый день, Андрей Андреевич. Слушаю шумы от опухолей, вирусов на убирание токсинов. Читаю коды в душевном марафоне. Неделю назад появилась сильная слабость. Не сейчас. Здравствуйте, я ваша ученица первых ступеней. В последнем вебинаре женщина задала вопрос про похудение. Не сейчас. Хорошо, сейчас. Как сделать так, чтобы похудеть? Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы похудеть быстро? Каждый раз, когда вы будете есть еду, представляйте, будто вместо еды вы едите небо. Прям представляйте, во рту будто еды нет, а есть небо. Будете это делать ежедневно, очень быстро, за 1 месяц похудеете, насколько захотите. Проверено. Второй вариант. Каждый раз, когда вы кушаете, представляете, будто в животе у вас вот здесь горит настоящее пламя, как в печке, в буржуйке, аж гудит. Похудеете быстро. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за хорошие советы. Посоветуйте, как избавиться от постоянного внутреннего давления. Добрый день, пишет Мария Барбакадзе. Андрей Андреевич, спасибо вам за ваш труд. Вот уже 4 года ученица школы. Моя жизнь изменилась радикально к лучшему. Скажите, можно ли облегчить фибромиалгию эзотерическим методом? Можно облегчить фибромиалгию эзотерическим методом. Каким образом? Помните заливание себя темной водой? Вот таким образом. Вчера менеджер предложил подписать контракт на работу в очагах. Дальше все по болезням. Подскажите, планируете ли вы проводить в этом году голодных духов? Планирую в этом году проводить голодных духов. Да, планирую. Не все удается увидеть вебинары. Живу в частном доме и все одни руки. Прошли вторую ступень. Ступень много, что делаю по вашей рекомендации. К сожалению, долг не возвращают. Прошло 1,5 года. Вообще, если вам должны, самый простой способ сделать так, чтобы долг вернулся, не рассчитывать на этого человека. Сказать себе, пусть мой долг вернется другим путем. И после этого ваши деньги вернутся к вам по-другому. Я так в своей жизни делал. Могу сказать, что на 100% у того человека, который мне должен был, отминусовалось, а мне приплюсовалось. И это не он отдал, но у него забрали.
Я живу на съемной квартире, магнит с деньгами будет действовать. Магнит с деньгами будет действовать только для учеников школы Кайлас. На неучеников не действует, поэтому можете завязывать с магнитом. Подскажите, получится ли у меня переехать на морской курс в этом году? Получится, да. Скажите, медитация неподвижности, практика расслабления выполняется с открытыми глазами? Можно и с закрытыми, но только сидя. Лежа нельзя. Желательно делать вечером перед сном. Спасибо вам за данную нам надежду изменить нашу жизнь к лучшему. Скажите, что делать с детьми, чтобы у них было желание развиваться. Чтобы у детей было желание развиваться, вы должны им показать пример того, к чему может прийти человек, который развивался. То есть сейчас на 5-й ступени обновленной, для учеников, которые прошли 1-ю и 4-ю ступень, я буду давать методы, которые называются изменение ментальных карт сознания. Так вот, можно ребенку будет поминать ментальные карты, и он начнет развиваться. Вы представляете, это супер-супер метод. Я, к сожалению, не могу его давать обычным людям. Я считаю, что обычные люди к этому не готовы. Но до 4-й ступени обучайтесь 1, 2, 3, приходите на 5-ю, вернее, и после чего сможете сами это все изменить. Так ничего больше не поможет. Ученица, у нас в Липецке много частных магазинов, которые в наглую торгуют фальшивой водкой. Обращаюсь в полицию с заявлением бесполезно. Мафия. Можно ли как-то на них повлиять эзотерически, чтобы они прекратили это зло и вред? А почему вы решили, что водка для людей это зло и вред? А вы знаете, что водка, она очень окисляет кровь. И до того момента, пока алкоголик пьет водку, он будет чувствовать себя хорошо. Это один из самых лучших методов улучшения общего состояния человека. Единственное, что у них не хватает денег. А вообще, вы видели, как алкоголики пьют десятилетиями, там, по 30 лет, потом бросают и умирают. Почему? Потому что их организм привык вот к такой стерильности. Спирт это антисептик. Но это семя. Почему вы считаете, что вы должны это сделать или я? Почему вы считаете, что вы должны изменить идеализировать этот мир? То есть вы должны прекратить, чтобы там водкой торговали или еще чем-то. Почему вы решили, что вы должны это сделать? Я считаю, что это не ваше дело совершенно. Можно ли на Пасху заниматься эзотерикой? Я не раскрещенный, но теперь по-новому смотрю на христианство, не завишу от него. На Пасху вы можете заниматься чем хотите. Я праздную праздник Пасхи, он мне нравится. Для меня каждый праздник, независимо ни от чего, является праздником. Мы празднуем елку не потому, что это там чей-то праздник, а потому что это праздник. Я праздную День Святого Николая, дарю подарки. Я праздную праздник День Валентина не потому, что это праздник голубых, а потому что мне хочется, чтобы моя женщина получила подарок. Мне все равно, я не праздную, это не делаю в честь праздника. Это повод для того, чтобы сделать приятное близким. То есть, если есть праздник, то я обязательно этот праздник праздную. Для этого обязательно покупаю подарки. Вот завтра будет день, я поеду, куплю подарки близким всем абсолютно. После чего обязательно постараюсь сделать праздник, там куплю что-нибудь. Будет очень будет красивый праздник. Обязательно будут Пасхи, обязательно будет там яички. Завтра я обязательно положу эти яички, или там завтра вечером посажу детей, и мы будем вмакать масляные краски и будем разукрашивать эти яички. Я потом их пофотографирую и выложу их в Инстаграм. Потому что для детей это наслаждение, вот так вот покрасить или поразукрашивать эти яички. А там будут спрашивать, что это за праздник. Я им буду говорить, это праздник в честь курочек. Курочка снесла яичко, и это яичко как первородное начало и поклонение великой загадке. Кто был раньше, курочка или яичко? Андрей Андреевич, я задавал вопрос вам на семинаре по здоровью. Никаких вопросов по здоровью. Добрый вечер. Хочу заказать. Большое спасибо за коды и мантры. Первая обновленная ступень, а именно что касается суда и тюрьмы. Как вы говорили, так и получилось. Просто выпустят и даже без суда. Спасибо большое. Читала каждый день 11 месяцев и просто освободили. Так и есть.
Можно 1000 раз не верить в то, что я говорю, 1000 раз не прислушиваться ко мне, то, что говорю, и идти своим путем. Но я вам хочу сказать, более эффективной эзотерики, которую я даю на первой обновленной ступени, не существует. Она существует только во второй обновленной, в третьей обновленной, в четвертой обновленной, сейчас будет существовать в пятой. Все остальное так себе. Я задавал вопрос на семинаре по здоровью по поводу сыпи на лице. Спасибо огромное за ответ. Можно ли эзотерически попробовать работать с проблемой? Может попробовать красную ткань с мелом? Можно попробовать. Берете красную ткань, натираете, на лицо накладываете. На 1-2 часа желательно делать на рассвете. Никак не получается привлечь жизнь в любовь, иметь... Все, до свидания. С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Надеюсь, вам этот вебинар понравился. Хочу еще раз отметить основные идеи, которые были озвучены в этом вебинаре. Я быстро все прочитаю. Сейчас для многих людей жизнь в заточении стала невыносимой. Алкоголизм, претензии, злоба, ругань и так далее. Все это круговорот ада. Задают себе вопрос, что это за семьи, где вместо поддержки друг друга претензии, ощущение, что выживают друг друга. Такой вот круговорот зла. Второе. Будда говорил о том, что ответ на зло порождает зло. Эзотерический ответ на зло должен быть поцелуй. Тогда зло исчезнет, это прервет цепочку. Третье. Почему же люди имеют претензии друг к другу? Это связано с нашим мировоззрением, которое часто строится на картинках, которые нам навязывает телевизор, стереотипы или социум, родители или мы сами. Очень часто мы не знаем тех людей, с которыми живем, и то место, где живем, оно нами придумывается. Мы любим не того человека, который рядом с нами, а того, кого мы придумали в своем сердце. Они отличаются между собой. Два этих человека разные. Естественно, мы обычно верим больше своему сердцу, а внешне это выражается в претензиях. Как с этим возможно справиться? Нужно просто понимать, мир не идеален, мы не идеальны. Люди, которые с нами живут, не идеальны. Пятое. Иногда человек говорит, я уйду в монастырь или в лес. Это связано с тем, что он, скорее всего, дофантазировал свой мир, в котором он живет, и это приводит его к моральному и душевному разочарованию. 6. Почему люди занимаются духовными практиками более долбанутые, чем люди, которые ими не занимаются? Ведь должно же быть наоборот вроде. Ответ есть. Все связано с самовнушением себе обмана. Я красивая, меня любят окружающие, мой муж меня боготворит и так далее. Так сердце подчиняется наставлениям разума и начинает верить. Формируется придуманная картина жизни, которая приводит к претензиям. 7. Может ли женщина изменить себя под себя мужчину? Да, если бы модель была лабораторной или математической, то можно. И нет, если это социальная модель. Почему? Так женщина строит свою идеальную модель идеального мужчину, пользуясь системами кино, воспитания родителей, книгами, разговорами с друзьями и так далее. Это, в свою очередь, делает его идеальным в сердце ее. И он бы мог жить и быть идеальным, если бы социум уже был идеальным. Допустим, она хочет, чтобы он был добрым, а он не может. Его работа связана с тем, чтобы вырабатывать и использовать агрессивное поведение. Как же все же можно исправить? Нужно понимать, что мир не идеален, и все в семье должны максимально друг друга поддерживать. Может ли человек быть одним на работе и другим дома? Тоже ответ такой: нет. Это двуличность. Обычно какой на работе, такой и дома. Поэтому бесчеловечность дома — это бесчеловечность и на работе. Как вернуть мужа эзотерически? Для этого нужно до 50 раз в разное время представлять, как человек или муж и вы крепко обнимаете друг друга. Усилить воздействие можно, если положить в рот один листик дерева толстянка. Можно ли как-нибудь добиться состояния, чтобы не стареть? Есть ли какой-нибудь метод нестарения? Девраха Баба умер в 250 лет. Он сказал, что последние 180 лет не ел мясо, но каждый день на рассвете купался в реке Ганга и читал каждый день мантру Ом Намо Намах Шивая, представляя себя малышом. Он сказал, что это привело его к таким внушительным годам жизни. Девраха любил коров. Последними словами Деврахи были: люди, любите коров. Девраха говорил, что человек может жить долго, практикуя дыхание пранаямы птяль. Это когда язык трубочкой, когда губы трубочкой, и делается медленный вдох до появления во рту привкуса сладкого, после чего нужно проглотить. Это и есть амрита вечной жизни. Делая это, можно прожить 250 лет. Могут ли люди изменить тот социум, в котором они живут? По идее, да.
Первое, не берите взяток, не давайте их, не пейте алкоголь и транквилизаторов, не изменяйте любимым, не мусорите, ешьте по правилам, не хитрите, не воруйте, будьте человеколюбивыми существами. Как быстро убрать воспоминания? Очень легко это делать в 3 этапа. Первый, для этого действительно было воспоминание, вспоминаем. Второй вывод, он не умеет себя вести, он сволочь и негодяй, действительно таким был. И третье, меня это больше не беспокоит. Четвертое, это правда, можно не говорить. Дальше, почему у людей несправедливость? Очень часто воспитывают и говорят, что нет денег, не можем позволить путешествовать, покупать дорогую еду, тем самым внушая ребенку, что без этого всего он уже будет никому не нужен. И это все, конечно же, приводит мужчину и женщину к тому, что не могут выйти замуж, добиться ничего в жизни. Все зависит от воспитания, и поэтому воспитание родителей, говорить о том, что у нас не хватает, у нас нет достатка, и мы не какие-то там нищие, бедные, недостижимые, и все это только ты можешь рассчитывать только на бедных, нищих, там не смотри в сторону там богатых, это все абсолютная ложь. Ребенку нужно все время говорить, что он может достичь всего, чего он захочет, что многократно доказывали различные люди, которые жили на планете Земля. Надеюсь, вам данный вебинар понравился. До свидания.